Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, друзья! У микрофона Александр, вы смотрите канал «Давай запишем». Сегодня мы имеем уникальную возможность посмотреть и пощупать один из топовых компрессоров музыкального рынка. Это Warm Audio WA-76. Я назвал сегодняшнюю возможность снять видео на этот компрессор уникальной не случайно. Все дело в том, что эта модель никак не лежит на магазинной полке в ожидании своего будущего хозяина. Их разбирают еще на стадии перемещения от производителя до продавца. Горячие пирожки здесь могут только позавидовать. Вот и этот экземпляр уже продан, и спасибо его владельцу за лишние сутки ожидания. В чем же дело? Чем обусловлена такая бешеная популярность и такой огромный спрос? Вот в этом сейчас и будем разбираться. Начнем с того, что эта модель является обновленной и усовершенствованной версией знаменитого Classic 76. Второе. Качество сборки и используемые компоненты и схемотехника являются одними из лучших в своем роде, что доказывается тем, что на очень многих студиях высокого класса этот прибор обязательно используется. Добавлю, что вокальные, гитарные и особенно барабанные партии сотен мировых хитов были записаны с участием именно 76-го. Он узнаваем и неподражаем. Ну а теперь давайте перейдем к детальному знакомству с органами управления. Регулятор входного сигнала. Он определяет уровень сигнала, поступающего в компрессор, а также порог сжатия. Ручка выходного сигнала определит конечный уровень и плюс компенсирует потерянное усиление после сжатия сигнала. Атака. Этой ручкой устанавливается количество времени, которое требуется 76-му, чтобы ответить на входящий сигнал и начать сжатие. Кстати, еще одна уникальность этого прибора – это то, что он способен выдать сверхбыструю атаку звука, чего так не хватало раньше звукорежиссерам и музыкантам. Время атаки регулируется от 20 до 800 микросекунд. И здесь же замечу, что слишком быстрое время атаки может привести к тому, что запись будет звучать менее живо или менее открыто. Но иногда это и есть тот самый эффектный прием. Релиз. С помощью этой ручки можно установить количество времени, которое потребуется для возврата к несжатому, то есть начальному уровню. Диапазон от 50 до 1100 миллисекунд. Ну а теперь коэффициент уменьшения усиления. К примеру, соотношение 4 к 1 означает, что при увеличении громкости входного сигнала до 4 дБ уровень выходного сигнала увеличится только на 1 дБ. И, собственно, так далее. Коэффициент 4 к 1 будет самым удачным для сжатия вокала, 8 к 1 обычно используют для гитар и бас-гитар, 12 и 20 к 1 это тема барабанная. Ну и нельзя не сказать про фирменный классический эффект, который называется британским или 4 кнопки, который достигается путем нажатия и фиксации всех кнопок сразу. Компрессия получается очень агрессивной и придает звуку уникальный окрас. Чуть позже попробуем это все услышать. А сейчас продолжим визуально изучать WA-76. Измеритель уровня сигнала имеет 4 кнопки: включение-выключение, переключение уровня выхода компрессора. Нажимаем плюс 4, это значит, что уровню 4 дБ на выходе будет соответствовать 0 на шкале. Ну и плюс 8 соответственно. И верхняя кнопка – это показатель количества уменьшения увеличенного сигнала. Задняя панель. Кнопка PAD. Понизит входящий сигнал на 23 дБ. Эта функция полезна в том случае, когда перед 76-м в цепи используется предусилитель с высоким коэффициентом усиления, который не имеет выходного ослабления. Дальше. Балансный вход, балансный выход. Реализованы они на джеках и XLR разъемах. Ну что ж, теоретическая часть на этом завершилась, переходим к практике. Сейчас я запишу небольшой вокальный фрагмент, после чего попробую обработать его разными вариантами компрессии. Писать буду в карту Focusrite 4.4, хотя упростить задачу по подключению можно было при помощи карты с инсертным входом. Но мы легких путей не ищем, и более того, этот образец коммутации может пригодиться каждому из вас для подключения любой обработки при наличии нужного количества каналов.
Может, кто-то и возразит о целесообразности такого вида обработки, но мы считаем, что прогнать вокал через хороший аппаратный компрессор – это не криминально. Даже наоборот, все может заиграть совершенно новыми красками. Итак, наблюдаем. С выхода карты забираем сигнал и направляем его на вход компрессора. И тут же выход компрессора коннектим с линейным входом карты. Все это делается с помощью балансных джеков. Все готово, приступаем к тесту. Наверное, так суждено было судьбой. Холодный ветер в окно, окрик постой, и только долгое эхо разлуки звучало тихо в ночном переулке, и в небе пасмурном таяли звуки. Ночь прожитых дней вуаль, ночь грешной души печаль, ночь прошлое гонит прочь, в ночь темную ночь. Наверно, так суждено было судьбой. Холодный ветер в окно, окрик постой, и только долгое эхо разлуки звучало тихо в ночном переулке, и в небе пасмурном таяли звуки. Ночь прожитых дней вуаль, ночь грешной души печаль, ночь прошлое гонит прочь, в ночь темную ночь. На этом все, друзья. Пишите о своих впечатлениях и задавайте вопросы. Всем ответим. Работайте на хорошем оборудовании, всем творческих успехов и до встречи на канале «Давай запишем». Давай. Пишу.